Приветствую всех любителей вязания. Бывают случаи, когда самый лучший подарок– это деньги. Но нам, рукодельницам, всегда хочется добавить в любой подарок частичку тепла и своего мастерства. Сегодня покажу, как из красивых остатков пряжи можно связать ажурный праздничный конверт и превратить денежный подарок в настоящий эксклюзив. По-моему, такой подарок обязательно запомнится и, скорее всего, сохранится как памятный сувенир у именинника, юбиляра или молодоженов. В этом небольшом видео я покажу вам свои конверты. Схемы, которые использовала, расскажу про фиксацию такого изделия и примерим разные варианты декора. Если вы захотите связать такой конверт, у вас будет готовый ориентир на свою задумку. По своей форме наш конверт – это ажурный прямоугольник, сложенный пополам. Он должен быть немного больше по размеру, чем денежная купюра, которую мы будем дарить. А клапан конверта – это скошенный при вязании угол. По боковой стороне мои конверты примерно 16-17 см, а в ширину 17-18. Форма клапана может быть любой. Острым углом, тупым, скругленным, асимметричным. Как будет получаться по выбранному вами узору. Угол и все стороны конверта можно обвязать столбиками без накида. Дополнить их маленькими пико из 3 воздушных петель и при желании укрепить все края рядом соединительных столбиков. Они здесь лишними не будут. Выбирая узор для своего конверта, я советую отдавать предпочтение симпатичным, но простым в исполнении схемам. Ведь главное здесь изящество самой работы. Обратите внимание на пряжу. Если в нить добавлено золото или серебро, это мгновенно добавляет драгоценности вашему подарку. Все мои конвертики связаны из пряжи с добавлением ламе. И эта красота долгое время лежала у меня без дела. Первый конверт связан достаточно простым узором, похожим на нерегулярную сетку, и состоит всего из одного ряда. Вяжется он легко и быстро, а выглядит при этом очень достойно и красиво. Следующий конверт связан с моими любимыми диагональными кубиками. Здесь я немного промахнулась с размером и потом довязала этим же узором конверт в ширину. Поправить размер несложно, тем же или любым другим подходящим узором. Клапан можно было довязать до полного угла. В таком виде оставила исключительно для наглядности. На одном уголке клапана связала одно большое пико, на втором 3. Такие большие пико, листочки, вяжу почти на всех завязках. На эту тему есть видео. Как связать именно эти кубики, тоже есть видео на канале ажурного магазинчика. Я его часто использую при вязании головных уборов. А можно воспользоваться похожими схемами. Синий конверт связан самой простой сеткой и тоже получился достаточно нарядным, так как пряжа здесь секционного крошения, которая сама по себе создает игру цвета, а люрекс добавляет серебристого нарядного блеска. Если у вас есть подобная пряжа, думаю, что отсутствие люрекса можно будет компенсировать декором. Уголок здесь получился асимметричным. Я его исправлять не стала, так как смотрится он все равно хорошо. На углу связала 3 больших пико. Это те же самые пико. Это схема моего конверта. И еще 2 про запас. Самый красивый и нарядный конверт получился из квадратных мотивов. Они тоже несложные и состоят из небольшого количества рядов. По одной схеме
Я их связала немного по-разному. В плоском варианте для нижней стороны конверта и в объемном для лицевой. Вместо лепестков из 3 простых столбиков с накидом на верхних квадратах провязан попкорн из 5. И арки для попкорна тоже связаны рельефно. На приложенной схеме показано, как провязать рельефно изнаночный столбик с накидом. Точно так же вяжется столбик без накида. Ну и как связать попкорн тоже показано. Я пользовалась первой схемой квадрата. Последним рядом дополнительно связала арки из 5 воздушных петель, ими же соединяла квадраты. И еще пара красивых квадратов в копилочку. Клапан конверта связан самой простой сеткой из арок по 5 воздушных петель. В серединке каждого ряда увеличивала сетку в высоту. Я даже не очень старалась, уголок получился сам по себе, таким как надо. Больше выражен в середине и почти не закрывает красивейший узор объемных квадратов. Эта самая простая сеточка здесь очень хорошо смотрится и подойдет для конвертов с любыми узорами. Конечно, по всем сторонам конверт обвязан столбиками без накида и пико. Мне кажется, этот конверт похож на розовую сову. Но если большую арку клапана застегнуть на большую жемчужину, это сходство пропадает. Для декора навязала маленькие простые цветочки, сердечки, приготовила жемчужины. Перед тем, как украсить конверты, накрахмалю и дам им хорошо просохнуть. Крахмалить украшения не буду. А пока конверты сохнут, поищу в своих шкатулках подходящие банты и ленты. Конверты высохли за один день и приобрели достаточно хорошую жесткость. Вернее сказать, только 3 из них. Конверт из ажурных квадратов получился не очень жестким, так как я отнеслась к нему с большим вниманием и старательнее отжала крахмал. А этого как раз и не нужно было делать. Вы этот момент учитывайте и после того, как пропитаете конвертик в крахмале, отожмите его слегка. Достаточно, чтобы с него крахмал не капал. Ведь все-таки от его количества зависит степень жесткости. Если отжать крахмал, то и укреплять конверт будет нечему. Или можно сразу использовать меньшее количество воды, чем в рецепте. Позже я укреплю этот конвертик получше. Мне осталось примерить украшения, которые я приготовила. А вы можете подсказать мне, какой вариант самый удачный на ваш взгляд и для какого торжественного случая лучше подойдет. К синему конверту примерила и 3 маленьких цветка, и жемчужинки, и объемный цветок побольше. И, конечно, самые быстрые украшения – это банты. Серебристые из ленты шириной 1,5 см и побольше с шириной 2 см. Надеюсь, вы со мной согласитесь, что при всей простоте узора этого конвертика получился он достаточно красивым. Для этого конверта примерю маленькие цветочки, большой. Жемчужины хорошо сочетаются с этим цветом. Еще связала 2 симпатичных сердечка. Вяжутся несложно, рельефными столбиками на маленькое колечко. Выглядят очень мило. Примерила все бантики. Молочный, серебристый маленький, серебристый побольше. Наверное, к пряже с золотистым люрексом самый яркий вариант – золотой бант подходит лучше всего. Королевский вариант. На молочный конверт тоже примерю все вязалочки. Цветы, сердечки, бусины, маленькие колечки. И здесь можно интересно разместить декор по краю клапана конверта. Драгоценные бантики, конечно, и здесь будут хороши.
Осталось поэкспериментировать с самым нарядным конвертом. Вязаные украшалочки уже точно не нужны. Может, и бусины здесь будут лишними? Или стоит определиться, бусины или бант? Как думаете? Можно попробовать еще яркий цветной бант из атласной ленты шириной 2 см. Для такого бантика возьму 2 одинаковых отрезка по 17 см и складываю их пополам, края внахлёст. Обе части банта собираю на иглу примерно одинаковыми стежками. Стягиваю складки, обматываю ниткой. Без такого предварительного шага трудно получить красивый результат. А если есть желание, можно добавить второй слой сверху из одной части посередине или двойной. Теперь узкой лентой закрываю все ниточки и завязываю простой узел. Нарядный бант готов. Его можно привязать к изделию за длинные концы или прикрепить нитью цвета конверта. Приложу его ко всем конвертам. Мне кажется, что этот яркий цвет хорошо смотрится на всех вариантах и может составить конкуренцию золотым и серебряным собратьям. Согласны? Конечно, можно придумать еще множество разных вариантов и самих подарочных конвертов, и их декора. Тут есть где фантазии разгуляться. Как вам сама идея? Понравилась? Пригодятся подборки узоров? С вас лайк. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. А у меня пока все. Встретимся в комментариях.